Украина продолжит атаковать Крым. Корея готовится к ядерной войне, а жены мобилизованных россиян просят или войну прекратить, или мужей заменить. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Польша не согласится на свободную торговлю с Украиной, а польские фермеры собираются перекрывать дороги. Депутаты Госдумы предлагают восстановить систему лагерей ГУЛАГа и отправлять изменников Родины туда. Но я, честно говоря, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Словакия осталась без ПВО и самолетов из-за Украины. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Нам важно, что вы думаете о тех событиях, о которых мы говорим. Ну и не забывайте подписываться на наши каналы, это обязательно. Поехали. Плохая подготовка и координация российских войск не позволяет им вытеснить вооруженные силы Украины с удерживаемого плацдарма на Херсонщине, даже несмотря на преимущества в количестве и технике, так считают в британской разведке. Также там говорят, что силы обороны Украины столкнулись в том районе с логистическими проблемами, но продолжают удерживать плацдарм, и именно он станет главной целью россиян на ближайшие недели. Одной из главных целей украинских сил обороны является продолжение давления на оккупантов в Крыму с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций. Об этом говорит глава украинской разведки в интервью Financial Times. Наши подразделения неоднократно входили в Крым. Активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем. Одним из приоритетов будет разрушение логистики оккупантов на полуострове, говорит Буданов. Риск ядерной войны с Северной Кореей растет. Издание Bloomberg публикует отчет исследователей Роберта Карлина и Зигфрида Хекера, которые утверждают, что это не бред полубезумного диктатора. В этом же отчете описана эволюция ядерного оружия КНДР и его испытаний. От поддельных испытаний, ржавых лодок и взрывающихся ракет до гиперзвуковых глайдеров и ударных БПЛА. Американские кнутые пряники контрпродуктивны, настаивал он, потому что северокорейцы не ослы и не дети. Трамп добивался только денуклеаризации и фотосессий, ничего не предоставив взамен. Президент Южной Кореи сообщал о планах нанесения превентивного удара по северу и цепочки убийств лидеров режима. Байден бросает КНДР авианосцы и бомбардировщики. Bloomberg добавляет, что, как и дед Ким Чен Ына в 1950 году, он уже принял стратегическое решение начать войну. Еще месяц назад Deutsche Welle писали о том, что КНДР разместили свои войска недалеко от границ Южной Кореи. Польша не может согласиться на продолжение свободной торговли с Украиной еще на год. Об этом говорит заместитель министра сельского хозяйства страны. Я призываю премьер-министра присмотреться внимательнее к этому делу. Это касается не только сельского хозяйства. Сельскохозяйственное соглашение между Польшей и Украиной будет иметь важное значение для последующих торговых обменов, промышленности и переработки. В то же время польские фермеры обещают перекрыть все дороги на несколько часов 24 января. Аграрии обещают выйти на улицы, чтобы высказать свой протест против импорта зерна из Украины и предложений ЕС ограничить некоторые важные для фермеров направления. А вот румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на украинской границе. Он был закрыт несколько дней, теперь фуры могут там проезжать. До последнего блокировать членство Украины в НАТО обещает премьер-министр Словакии. Об этом он сказал перед встречей с украинским премьер-министром, подчеркнув, что и от военной помощи Украине его страна отказывается. Я иду с гуманитарной помощью, подтверждая, что никакого оружия мы им не дадим. Что касается вступления в Европейский Союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям. Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны. Российские ресурсы цитируют министра обороны Словакии, который говорит, что из-за Украины страна осталась без систем ПВО и авиации.
Жены мобилизованных россиян пришли в избирательный штаб Путина и стали требовать вернуть их мужей назад. Я пришла для того, чтобы задать вопрос, когда моего мужа вернут из зоны специальной военной операции. Потому что Владимир Владимирович Путин издал указ о том, что мой муж должен быть там. Вот мне интересно, когда он издаст указ, что мой муж должен быть дома. Несколькими минутами позже им жестко и безоговорочно все аргументировали, что мужчины – это воины и уникальные создания Божьи, что надо было эмигрировать, чтобы не воевать, а также, что кто, если не они, будут защищать Родину. Чтобы они пришли к нам просто кочерышками, а мне всего кочерышку, что ли, отдадут. Защищать нашу родину, нас всех, нашу... А я что обратно получу? Что я обратно получу? Безногого, безрукого, больного. А вы не знаете, что там происходит? Вы не знаете, что там происходит? Вы разговариваете на своего сейчас супруга. Зачем с ним? Да вы что, да? В любой момент с ним может быть все, что угодно. Каждый день может быть последним. Это сейчас. Да? Вот вы и молитесь Богу. Вот вы и молитесь. Но, тем не менее, показания путались. От «хотели Родину защищать» до «кому нужна эта война» и до «просто замените наших на других». К слову, действие происходило в Москве, и это уже чувствительный момент для Путина. То есть и уровень жизни в Москве очень высокий. Поэтому оттуда-то никто никуда не едет. Я имею в виду, воевать не едет. Там в основном набор идет из депрессивных регионов. Поэтому они предлагают, например, там 600 тысяч рублей. Разовые выплаты 200 тысяч в месяц. Это примерно доход, ну вот если 200 тысяч, это где-то доход, ну, наверное, за год или за 2 года в некоторых регионах. Можете себе представить. Поэтому люди едут. Сначала они ехали, думали, как искатели приключений, что там ничего такого не произойдет, встретятся с цветами, там, хлебом, солью. Вот. Сейчас стали уже понимать. И едут тоже те люди, которые там особо не следили за политической ситуацией, да, они там потребители пропаганды, да, их там, понятно, промыли мозги, что они едут Родину защищать от стран НАТО. Ну, я как бы вам пытаюсь объяснить, не в смысле оправдываю их, да, они, понятно, что это военные преступления, они выполняют преступные приказы. Вот, но природа, как бы, принятия решения, она такова. Люди из обеспеченных семей не едут. В принципе, даже женам мобилизованных нужно быть поаккуратнее. Ведь после воплощения в жизнь всех депутатских инициатив, после возрождения отрядов СМЕРШ, могут последовать и возрождение системы лагерей ГУЛАГ, если еще не возродили. Вот, к примеру, такое предложение. Физически у нас смертная казнь запрещена. Да. Точнее, у нас мораторий, я неправильно сказал. Мораторий на смертную казнь. Да. И здесь не обсуждается. Но если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я, честно говоря, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Президент Турции ждет в гости президента Ирана и Путина. Правда, в разное время. Один в январе, второй в феврале. Учитывая 530-километровую границу между Турцией и Ираном, дипломатические источники заявляют, что Раиси будет передана просьба Эрдогана об эффективном продолжении совместной борьбы со всеми террористическими организациями, особенно с террористической организацией «Рабочая партия Курдистана» и ее продолжением в Иране партией свободной жизни в Курдистане. Израиль нанес ракетный удар по Дамаску. Погибли 4 советников стражи исламской революции. Удар пришелся по многоэтажке в жилом квартале на западе Дамаска. Это здание использовали иранские советники, поддерживающие сирийское правительство. Об этом пишет Reuters. Дом полностью разрушен. В соцсетях появились сообщения о том, что в результате этой атаки погиб один из лидеров группировки «Исламский джихад», но в самой организации это не подтверждают. Израиль свое участие тоже не подтверждает и, в принципе, никак не комментирует, но это в стиле Израиля.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, важна любая ваша реакция не только всей нашей команде, но и Ютубу, который тогда понимает, что это видео можно показать и другим пользователям сайта. На этом все. До встречи и хороших вам новостей.